Всем привет! Максим Маринин – заслуженный мастер спорта, выступавший в парном катании с Татьяной Татьмяниной. Его знают как талантливого фигуриста, победителя многих международных соревнований, олимпийского чемпиона и участника популярных телевизионных проектов «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень». Первым тренером Маринина был его отец, научивший сына основам этого нелегкого спорта. С вас, как обычно, лайк, подписка, комментарий. А с меня рассказ о том, как живет Максим Маринин, биография и интересные факты. Родился Максим Викторович Маринин в 1977 году в Волгограде. С раннего детства родители прививали сыновьям чувство ответственности и трудолюбия, причем достаточно гуманным способом. За провинности детей никогда не били, а лишали сладостей или развлечений. В детстве мальчик отличался плохим здоровьем, и родители определили его в секцию фигурного катания. Хотя 7 лет – это уже довольно поздний возраст для начала профессиональной карьеры, трудолюбие и стремление к мечте помогли юному фигуристу стать тем, кем он сейчас является. Первым профессиональным тренером Максима стал Михаил Маковеев. Это было время усиленных тренировок и многочисленных соревнований, на которых парень имел возможность пообщаться со своей спортивной тусовкой, состязаться с теми, кого раньше видел только по телевизору. Переломный момент в жизни Максима наступил, когда ему исполнилось 16 лет. Не все в одиночном катании получалось гладко, поэтому было решено попробовать парное. Перспектив в региональном Волгограде не было, и он отправился в Петербург, даже не спросив согласия родителей, а просто поставив их перед фактом. Но они не возражали, понимая важность спортивных занятий для сына. Этот шаг был верным, поскольку с него началась череда наград, побед и высокого успеха. В Петербурге Маринин окончил Академию физической культуры. Он стал подопечным тренера Васильева. В возрасте 20 лет Максим вошел в состав сборной России. Партнером по фигурному катанию на долгие годы стала Татьяна Татьмянина. Поклонники и ведущие спортсмены считают пару Максима и Татьяны одной из лучших в мире фигурного катания по технике и сложности элементов программы, великолепному непринужденному стилю. В период с 1999 по 2002 год Максим и Татьяна занимали вторые и третьи места в соревнованиях по России. Чемпионами Европы они становились дважды – в 2004 и 2005 годах. Более 5,5 лет спортивная пара тренировалась в Чикаго. К 2005 году пара Татьяна Татьмянина и Максим Маринин была лучшей в мире. На счету фигуристов были титул чемпионов планеты и 3 золота чемпионата Европы. Ученики Олега Васильева планомерно шли к победе на Олимпийских играх, но несчастное происшествие, которого совсем не ждешь от пары такого уровня, чуть не положило конец всем их планам. На этапе Гран-при в США случилось необъяснимое. Во время проката произвольной программы при исполнении поддержки Маринин зацепился коньком о лед и уронил партнершу с высоты 2,5 метров. Татьяна упала вниз головой и потеряла сознание. Вся арена в этот момент замерла в страхе. Многие думали, что случилось непоправимое. Максим находился в подавленном состоянии. «Как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?» – думал фигурист. К счастью, трагедии удалось избежать. Никаких опасных для жизни повреждений Татьмянина не получила. Фигуристку выписали из больницы уже на следующий день с сотрясением мозга и синяком под глазом. Татьяна совершенно не помнила момент падения и уже через 10 дней смогла вернуться к тренировкам. Для Максима же несчастное происшествие обернулось психологической травмой. Фигурист постоянно чувствовал вину и долго не мог поднять партнершу на ту самую поддержку. Чтобы не дать страху разрушить себя, Маринину пришлось прибегнуть к помощи специалиста. Благодаря психологу Елене Дерябиной Максим смог избавиться от блока в голове. Татьмянина и Маринин быстро вернулись на лед и выиграли все, что только возможно. Спортсмены победили в Турине на 20-х Олимпийских играх. После огромного успеха пара решила оставить большой спорт из-за нерешенных материальных претензий с Федерацией фигурного катания. Упомяну и о Татьяне Татьмяниной. Детство будущей олимпийской чемпионки было непростым. Татьмянина попала на лед, так же как и Максим, из-за плохого здоровья. Татьяна – уроженка Перми. В возрасте 7 лет они с мамой лишились родного дома и отца из-за приступов бабушки, страдающей психическими расстройствами. Перебиваться пришлось у знакомых. Позже матери дали комнату в складском помещении на предприятии, где она работала инженером.
Мама вкладывала в Таню все силы и средства, тратила бюджет на поиск лучших тренеров. Девочка стремилась оправдать старания матери любыми средствами и с усердием трудилась на льду. Будущую чемпионку заметили и пригласили на тренировки в Санкт-Петербург. Дорога к успеху далась ей через тернистый путь жизни. Разумеется, прославленному спортсмену в жизни также помогали и поддерживали во всем родители. Сейчас Татьяна и Виктор Маринины проживают в родном Волгограде. Во время соревнований на Олимпийских играх они сильно переживали. Мама Максима рассказывала, что весь вечер простояла на коленях у иконы, а смотреть выступления сына предпочитает в записях, так как волнение передается ему, и он начинает делать ошибки. Мама Максима говорит, что разговаривает с сыном по телефону очень редко из-за его занятости и с нетерпением ждет его звонка, но сама боится ему позвонить. Теперь о личном. Часто бывает так, что люди, которые посвящают себя общему делу, со временем становятся парой. Но в случае Максима и Татьяны этого не произошло. Они всегда были партнерами по льду, коллегами, друзьями, но не более того. Максим Маринин и его жена познакомились благодаря психологу. После падения Татьмяниной у фигуриста появился страх, с которым было очень тяжело бороться самому. За помощью Максим обратился к женщине-психологу, которая посоветовала ему переключиться, найти хорошую девушку и начать отношения. И одна такая хорошая девушка уже была у нее на примете. Скептически настроенный Максим Маринин, личная жизнь которого действительно была лишена ярких красок, поначалу не разделил мнение психолога. Но сейчас, по прошествии времени, он благодарит судьбу за ту важную встречу, которая изменила его жизнь. Знакомство с Натальей Сомовой, балериной театра имени Станиславского и Немировича Данченко, произошло в 2005-м, за год до Олимпиады. Несчастный инцидент сыграл судьбоносную роль в жизни Максима. Именно благодаря психологу Маринин познакомился со своей возлюбленной. Нас познакомила общая знакомая. Она сказала мне, что есть одна девушка, которая, на ее взгляд, должна мне понравиться. Девушек красивых много, а вот духовное родство возникает не с каждой. Мы с Наташей встретились, и я сразу почувствовал, что она мой человек. И рядом, и на расстоянии мы не испытывали дискомфорта. Для меня это было основополагающим моментом. Ну а то, что Наташа красавица, все это было дополнительным бонусом, рассказывал Максим. До этой встречи Маринин и Сомова друг о друге не знали. Максим признавался, что вел примитивный образ жизни, в котором не было места искусству. Наталья же не интересовалась фигурным катанием. Молодые люди сразу же понравились друг другу. Времени на ухаживание у Маринина практически не было. Фигурист вовсю готовился к Олимпиаде. Но это не помешало возлюбленным построить крепкие отношения. Вскоре после первого свидания молодые люди решили жить вместе. Через 2 года, в 2007 году, у них родился сын Артемий. Помогали совместить карьеру с семьей бабушки и дед. Также нанималась приходящая няня. При решении жить вместе Максим поставил условие: все вопросы будет решать мужчина, и по этому укладу жила семья. В 2012 году у них родилась дочь Ульяна. Кстати, пара до сих пор не узаконила свои отношения из-за постоянных переездов и загруженности на работе. По словам Максима, времени на свадебные сборы просто не было. Фигурист продолжает усиленные тренировки, активно участвует в телевизионных шоу. Первой программой, в которой Максим Маринин принял участие, стало шоу «Звезды на льду». Первый канал пригласил спортсмена на съемки в 2006 году. Партнером стала Мария Киселева, чемпионка Олимпиады по плаванию. Через год Маринин выступил с Ольгой Кабо в ледниковом периоде. В 2008 году работа продолжилась с Жанной Фриске, в 2009 с балериной Анастасией Волочковой. На представлении 2010 года спутницей чемпиона стала Наталья Подольская. Вместе они заняли 3-е место и вышли в финал. В 2011 году Максим тренировался под руководством своей второй половинки Натальи Сомовой в шоу «Болеро». В 2013 году работа в телепроекте продолжилась с киноактрисой Лянкой Грыу. Ну и в 2021 году шоу «Ледниковый период 8» не обошло Максима стороной. Как и в предыдущие года, он принял в нем участие с огромным удовольствием. Максим не останавливается на достигнутом. Однажды он решил освоить нелегкую профессию тренера умнейших животных на Земле – дельфинов.
По проекту программы участников шоу переодевают в гидрокостюмы. В задачи ребят входит убеждение жюри в возможности совершения акробатических упражнений с животными. Например, проплыть мимо у дельфина на голове. Таким образом демонстрируется сила, ловкость и возможность держать баланс во время движения на воде. По команде фигуриста дельфины должны выполнять несложные маневры, выпрыгивать из воды, переворачиваться. Да, и состав жюри подобрался авторитетный: Сергей Шакуров, Владимир Коренев, Ефим Шифрин и Татьяна Тарасова. Также у Максима есть и творческие проекты. Так, в 2009 году в Челябинске была предпринята попытка открытия школы фигурного катания имени Максима Маринина. За несколько часов до официального запуска работы сломались холодильные установки. Каток перенесли на северо-запад города, но именитый фигурист отказался от выступления из-за плохой погоды. Организатор школы, молодая бизнес-леди Дарья Гартунг, рассказывала, что проект носил полусоциальный и полукоммерческий характер. Целью его создания является прежде всего популяризация этого вида спорта в городе. На площадке предоставлена возможность тренироваться детям из детдомов на бесплатной основе. Крупным проектом Маринина на телевидении в 2013 году стала съемка в спектакле «Мама», сюжет которого основан на сказке «Волк и семеро козлят». В 2014 году на Первом канале Маринин принял участие в программе «Ледниковый период. Кубок профессионалов». Соревнование делилось, как и на Олимпийских играх, на индивидуальный зачет и командное выступление. В 2015 году Максим Маринин гастролирует по всему миру в составе звездной команды Ильи Авербуха. На этот раз зрители увидели мюзикл «Кармен» в исполнении полюбившихся артистов, среди которых Роман Костомаров, Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Екатерина Гордеева, Максим Шабалин, Елена Леонова и многие другие. Этой постановке не было равных по количеству спецэффектов, невероятным декорациям и составу участников. Помимо фигуристов, здесь были задействованы актеры, певцы, танцоры, акробаты, жонглеры. Они играли на сцене, катались на льду, парили в воздухе. 6 невероятных декораций с зеркалами погружают зрителя в сюжет пьесы, создают непередаваемую атмосферу Италии. Остановиться на достигнутом и жить спокойной, тихой жизнью мечтают многие успешные люди, но только не Максим Маринин. Интересные факты. На сегодняшний день супруги проживают в Москве. Рост Максима Маринина 187 сантиметров, вес 84 килограмма. Свой день рождения Максим отмечать не любит. Фигуристу не нравится лишний раз привлекать к себе внимание. Недолюбливает журналистов, в скандальных историях не участвует. Максиму нравится жить в гармонии с окружающими. Фигурист Максим Маринин пользуется Инстаграмом, где регулярно выкладывает свежие фото и информацию о себе и своей семье. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!